Привет всем нейрохудожницам! Задумала порисовать с вами два рисунка на тему поиска своего призвания, пути, миссии в этой жизни. Первый рисунок на поиск себя будет у нас через баланс брать-давать. А второй рисунок, это уже будет следующее видео, он у нас будет через линию времени, точнее линию своей жизни. И если вам интересна эта тема, хочется узнать свое призвание, посмотреть на свою миссию, свою жизнь со стороны, то приглашаю вас порисовать со мной. Этот рисунок могут рисовать и те, кто занимается нейрографикой, и те, кто ее не рисует и не собирается этого делать. 20 слов за 2 минуты мы здесь не пишем, потому что нам нужны инсайты, которые получим уже в процессе рисования, когда выйдем в метапозицию и посмотрим на ситуацию со стороны. Поэтому заранее вызывать какие-то свои ассоциации со своим призванием или балансом брать-давать нам вот в этой технике нам этого делать не нужно. Сначала будем рисовать общий рисунок, неважно, вы нейрограф или нет, просто рисуем фигуры на получение осознания. Сначала рисуем мир. Это наш мир, в котором мы живем. Я рисую коричневым карандашом, буду рисовать и себя, и мир. Это мой цвет паутин, поэтому выбираю его. Вы можете рисовать маркерами, карандашами, фломастерами, всем, чем нравится лично вам. Что я подразумеваю под миром? У вас здесь могут быть свои ассоциации, поэтому можете написать прямо на рисунке или где-то отдельно, что значит мир для вас. Я подпишу, что это значит для меня. Это люди. Еще для меня это природа, то есть и сама планета, и животные, леса, реки, океаны, насекомые, птицы. Все, что связано с природой. И третья составляющая у меня будет это комфорт. Я комфортом называю все, что делает нашу жизнь легче, проще, красивее, роскошнее, кайфовее. Это и гаджеты, и технологии, и элементарное электричество, интернет, горячая вода в доме. В общем, все, что действительно приносит комфорт в нашу жизнь. И теперь я рисую себя в виде круга. Первое, с чего мы начнем, чтобы определить наш баланс брать и давать, что мы получаем, что мы берем у мира. Будем рисовать нейролиниями. Что такое нейролинии, как их рисовать, потом как их скруглять. Оставлю ссылку в описании. Возможно, еще закреплю в комментарии. Для тех, кто не рисует нейрографику, но, возможно, хочет узнать, что это такое, попробовать, это будет полезно. Если не хотите рисовать нейролинии, как положено, просто рисуйте по наитию, как вам хочется. У меня будет 3 линии, что я получаю от каждой части мира, от значимой части, которую я здесь записала. Сначала, что я получаю от людей, рисую сверху вниз, то есть от мира к себе. И если разделить лист пополам, то все, что идет от мира ко мне, все, что я от мира получаю, я рисую в левой части. Правая часть у нас будет для того, что мы миру даем. Следующая. Природа. Что я и как я пользуюсь комфортом. И теперь возьму другой цвет и буду рисовать линии, что миру даю я в каждой из этих 3 сфер другим цветом. Начинаю с людей. Что получают люди от того, что я есть в этом мире? Здесь у меня рука соскочила, получился острый угол. Я его тут же могу загладить. В принципе, как и любую линию, которая мне не нравится. Для того, чтобы сделать ее гармоничной и привлекательной для меня. Кстати, вот эти линии от вас к миру, за что вы благодарны, что вы даете этому миру, вы можете рисовать тем же цветом, что и весь рисунок. Я рисую другим цветом, потому что мне так хочется и для наглядности. Второе, что я даю природе, то есть морям, океанам, лесам, птицам, животным. Я как минимум забочусь о животных. И вот этой линией рисую, что же я даю миру благодарность за то, что он дает мне. И третье, как я благодарю мир за то, что он дает мне комфорт. Ну, здесь тоже все просто. Как минимум я оплачиваю честно все коммунальные услуги. Вы закладываете свои смыслы. Кто не рисует нейрографику, на этом этапе вы можете посмотреть на всю эту картину и спросить себя, почему я все еще здесь, для чего я нужна этому миру, в чем моя суперсила, что я могу дать ценного и людям, и природе, и гаджетам, всем процессам, которые обеспечивают нам комфорт, чем я могу быть полезна.
Почему я все еще здесь? Что я могу сделать, чтобы миру было еще лучше? Чтобы было лучше или людям, или природе, или комфорту, или всем сразу? Как и что я могу сделать уже сегодня, чтобы миру было чуть-чуть лучше, чуть-чуть веселее, чуть-чуть радостнее и чуть-чуть гармоничнее? Если пришло понимание, осознание идеи, проводите, я пока не буду этого делать, просто покажу от себя к миру одну центральную линию прямо посередине своего листа, мощную, такую жирную, и вкладываем в нее смысл. В чем моя миссия? Для чего я здесь? Что я могу делать? Пусть там даже на каком-то примитивном уровне, но что я могу делать хорошего для мира, чтобы благодарить за все то, что он дает мне. И ваша работа на этом этапе завершена. Если никаких инсайтов не получили, так и не поняли, в чем же ваша миссия, почему вы здесь и что вам нужно делать, чтобы отблагодарить мир за все его блага, которые он дает вам, ничего страшного. Главное, что в процессе рисования вы уже запустили мыслительный процесс, и ваше сознание будет думать: боже мой, а что же я могу еще сделать хорошего? Как я еще лучше, ярче и полезнее для мира могу проявляться? Как я могу помогать и людям, и природе, и процессом комфорта, который меня окружает, как я могу им всем помогать или способствовать, чтобы всем было в этом мире хорошо. И еще небольшой нюанс. В обществе считается, что хороший человек — это тот, который дает 200% пользы. Я хочу всех успокоить о том, что не нужно перепрыгивать вот эти завышенные стандарты. Вы хороший человек, и вы уже достаточно даете миру, если вы не приносите вреда. Запомните, что этого достаточно. Если вы намеренно не причиняете вред людям, природе и комфорту, вы уже хороший человек. Все. Не надо прыгать выше головы, что-то кому-то доказывать, кого-то спасать, причинять всем пользу и добро. Не вредите, вы уже молодец. Но если чувствуете, что вы можете еще больше давать, еще больше приносить счастье, радости в этот мир, то, пожалуйста, можете еще линий всяких разных добавить, как вы можете проявиться. И в чем ваша сила, которая просится наружу, и вы уже понимаете, как можно ее проявить в этот мир. Все нейрохудожники, нейрохудожницы, мы с вами остаемся и продолжаем рисовать. Наш следующий этап — это скругление. Задача — скруглить все пересечения, которые у нас появились. И, допустим, я вижу, что у меня с правой стороны, где у меня то, что я даю миру, очень много так и просится вот в круги. Они уже практически нарисованы, поэтому я не буду себя сдерживать и выведу все круги. После этого буду уже все скруглять. Я все скруглила. Теперь вывожу линии в фон. Проводить буду тонкие линии, которые не буду скруглять. Это у нас, кто знает про 3 толщины нейролиний, вы в курсе, что у нас есть тонкие линии, которые не обязательно сопрягать. Мне достаточно. И теперь настал момент X. Глядя на всю эту картину, понимая, что если я до сих пор есть в этом мире, я каждое утро просыпаюсь, я дышу, я живу, значит, я этому миру нужна. Что во мне есть такого особенного и для чего я до сих пор здесь? Что мне еще нужно в себе раскрыть, чтобы и самой стать ярче и жить кайфовее, насыщеннее, красивее, вкуснее? И что я могу дать миру? В чем моя особенность? В чем моя суперсила? Что я делаю легко, просто, но что для других является предметом восхищения? К чему меня чаще призывает мир? В каких случаях мир обращается ко мне? Может быть, люди или природа? Когда они призывают меня, когда я нужна, в каких случаях я нужна этому миру? Вот сейчас все на это посмотрите,
прочувствуйте свою картинку. И если пришли инсайты, проводите одну линию поля, красивую, мощную, сочную, в которую закладываете смысл. Смысл, который пришел к вам сейчас. Тот инсайт, тот осознание, для чего вы здесь. Если нет никаких инсайтов, если смотрите и не понимаете, как, зачем, в чем же ваша миссия, ничего страшного. Все это придет позже. Сейчас просто проводите линии, как чувствуете, понимая, что вы нужны. Вы здесь не просто так. Может быть, не понимаете сейчас, но обязательно поймете позже. Ваше призвание вас 100% найдет. Я проведу одну линию поля. По крайней мере, мне кажется сейчас, что я проведу одну, а там посмотрим. Может быть, захочется провести несколько. В общем, минимум одна, но себя не сдерживайте. Если будут очень проситься еще линии, смело проводите. Я буду ее обводить несколько раз, чтобы она стала такая прям толстенькая, явная. Здесь вижу явный круг, я его выделю. Я не знаю, что это, но что-то большое, практически размеров, как я. Если у вас тоже просятся круги, выделяйте их на рисунке. Если пока нет, как у меня, осознания, что это значит, нейрографика лучше нас в курсе, что это. Видимо, что-то у меня есть более важное и близкое, кому я уже много чего даю, но пока еще этого не осознаю. И, как всегда, идем по алгоритму. Скругляем. Линию я свою буду усиливать, подчеркивать, но пока скругляем. Смотрю свежим взглядом на рисунок, вижу, что мне не хватает пары линий. Прям так они просятся. Провожу, чтобы мне было спокойно и хорошо. Все. И теперь скругляю то, что добавила. Все скруглила. Мне теперь остается архетипировать цветом, все раскрасить и сделать фиксацию на фигуре. Пока не выделила цветом, не уверена, но вот сейчас по ощущениям мне хочется себя сделать поярче, побольше, потому что я как-то потерялась в этой фигуре. Мой первый круг. Вы, конечно, делаете, как вы считаете нужным. Фиксируйте те фигуры, которые вам кажется необходимо зафиксировать и сделать так помощнее, по выделению. В конце покажу, что у меня в итоге получилось. Мой рисунок готов. Возможно, я еще задержусь на 8-м этапе стилизации, что-то подправлю, сделаю поярче, выделю цветом. Уверена, у вас тоже у всех все получилось. Здорово, если эта линия не просто линия, а еще и со смыслом, вашим осознанием, зачем все-таки вы здесь. Если нет, как я уже говорила, не страшно, это осознание придет чуть позже. Рисунки, которые у вас получились, можете опубликовать в моей группе Telegram. Ссылку оставлю в описании, в закрепленном комментарии. Можете похвастаться, что у вас получилось, полайкаем друг друга. И напомню, что это первый рисунок, будет еще второй, когда мы с вами будем усиливать эффект этого рисунка, но искать и выявлять и подкреплять наше осознание, в чем же наше предназначение, уже через линию времени. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе второго видео. А на этом сегодня все. Спасибо, что были со мной, и увидимся в других видео. Пока-пока! You can try to hide the sunlight.